Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. 2026 год только начался, однако Ким Тэ-хон из BTS уже успел установить рекорд, который практически невозможно превзойти не только другим участникам BTS, но и ведущим знаменитостям Южной Кореи. Это достижение не связано с громким камбэком или блокбастерной дорамой, а возникло из простого признания, которое неожиданно всколыхнуло американскую индустрию развлечений. И в центре всего внимания оказалось лишь одно имя – Ким Тэ-хон. В недавнем интервью для Swan.com американский певец и актер Чейз Хадсон открыто назвал Тэ-хона своим любимым участником BTS. Фраза была короткой, но ее эффект оказался поистине грандиозным. В течение нескольких часов это высказывание разлетелось по американским и международным социальным сетям, вызвав резкий рост поисковых запросов, обсуждений и глобальных трендов. Особую значимость моменту придал тот факт, кто именно это сказал. Чейз Хадсон не просто публичная фигура, а крупный культурный иконический персонаж для молодого поколения Америки с огромным влиянием в музыке, кино и поп-культуре. Упоминание имени Тэ-хона не было фан-сервисом, а стало редким межиндустриальным признанием. 24 января 2026 года имя Тэ-хона мгновенно стало трендом в США, конкурируя с крупными политическими событиями и новостями Голливуда. Это был не первый случай, когда Тэ-хон становился вирусным, но контекст оказался совершенно иным. Он оказался в тренде не из-за продвижения или официальной активности, а благодаря спонтанному признанию западной знаменитости. Аналитики индустрии называют это явление популярностью мягкой силы, влиянием, которое возникает естественно через общественное признание, а не за счет рекламы или платного продвижения. На этом этапе Тэ-хон достиг уровня глобального присутствия, который крайне сложно покорить любому корейскому айдолу. Эффект домино проявился почти мгновенно. Американские бренды зафиксировали резкий рост взаимодействий, связанных с Тэ-хоном. Старые публикации снова стали вирусными, а фрагменты его прошлых интервью набрали миллионы просмотров всего за одну ночь. Без выпуска нового контента и без каких-либо публикаций его медиаэкспозиция стремительно возросла. С точки зрения бизнеса, такой всплеск – настоящее золото. Любой рост популярности в Америке означает одно – увеличение контрактной стоимости. Глобальные бренды больше не воспринимают Тэ-хона исключительно как кей-поп-айдола. Теперь он рассматривается как глобальная культурная икона, способная органично охватывать западный рынок. По мнению медиаэкспертов, подобные моменты часто становятся воротами к крупным проектам, фильмам, сериалам и международным компаниям, поскольку американские продюсеры внимательно следят за теми, кого обсуждает публика без искусственного продвижения. Самое поразительное – все это произошло без выхода новой музыки, без транслируемой дорамы и без активного пиара. Тэ-хон доказал, что одного его имени достаточно, чтобы притягивать внимание, уровень влияния, которым обычно обладают лишь актеры класса А в Голливуде. Многие американские пользователи сети начали осознавать одну вещь. Тэ-хон – это не просто участник BTS, а фигура с кинематографической аурой, безупречным чувством стиля и загадочным образом, крайне привлекательным для западного рынка. Комментарии один за другим называли Тэ-хона самым притягательным участником BTS и человеком, которого Голливуд с готовностью выбрал бы для главной роли. Это были не просто фанские заявления, а натуральная реакция глобальной аудитории. В самой Южной Корее это событие было воспринято как редкое явление. Далеко не каждый айдол получает мгновенную валидацию от американской знаменитости на пике популярности. И когда это происходит, чаще всего звучит одно имя – Тэ-хон. С точки зрения индустрии развлечений, подобная популярность означает долгосрочную ценность и пассивный доход. Каждое упоминание, каждый тренд и каждое глобальное обсуждение – это актив стоимостью в миллионы долларов. Именно поэтому многие называют 2026 год переходным для Тэ-хона – от суперзвездной кей-поп до глобальной культурной иконы, не просто известной, а по-настоящему признанной. Даже люди, далекие от фандома
фандома BTS начали подписываться на аккаунты, связанные с Тэхоном, пересматривать его контент и обсуждать его потенциал в международном кино и моде. То, что делает этот рекорд особенно трудным для повторения, это момент. В эпоху короткого внимания Тэхон сумел привлечь внимание всего мира всего лишь одним упоминанием со стороны американской публичной персоны. Его влияние явно вышло за пределы фандома. Многие аналитики считают, что если этот тренд продолжится, каждый шаг Тэхона в Америке будет иметь стратегическую ценность для музыкальной индустрии, кино и глобальных люксовых брендов. Рекорд 2026 года – это не позиция в чартах и не трофей на полке, а реальное признание Запада, нечто гораздо более ценное и долговечное. И вот реальность. Когда американская знаменитость называет ваше имя без подсказки, и вся страна начинает об этом говорить, это уже не просто популярность, это глобальная сила. Тэхон из BTS настиг этого уровня, и 2026 год только начинается. После того, как интервью Чейса Хадсона стало вирусным, крупные американские медиа, такие как Billboard, Pop Crave и Teen Vogue, начали освещать этот уникальный феномен. Они назвали Тэхона лицом новой эры глобализма кей-поп, артиста, который не просто несет корейскую культуру миру, но и, естественно, соединяет западный и восточный стили через свою харизму. Еще более поразительной оказалась реакция американской публики. Обычно имена азиатских артистов становятся вирусными лишь в определенных комьюнити, но на этот раз имя Тэхона вырвалось в национальные тренды, появившись рядом с крупнейшими звездами Голливуда. Его влияние больше не ограничивается кей-поп, теперь он символ глобальной привлекательности, выходящей за рамки жанров и культур. Эксперты по социальным сетям посчитали, что в течение 24 часов после заявления Чейса Хадсона упоминания имени Тэхона достигли более 85 миллионов глобальных показов, а поисковые запросы Google в США выросли на 270%. Такой уровень внимания обычно характерен лишь для актеров, блокбастеров или свежих лауреатов Грэмми. Иными словами, Тэхон создал свой собственный момент Грэмми, даже не выходя на сцену. Сообщается, что такие люксовые бренды, как Celine, Cartier и Louis Vuitton, начали повторно активировать старые компании с участием Тэхона из-за резкого роста интереса американского рынка. Модные журналы также отмечают, что каждый раз, когда Тэхон становится трендом в социальных сетях, продажи предметов одежды, которые он носит, значительно увеличиваются, что доказывает реальное экономическое влияние его популярности. В Южной Корее эта новость стала главной темой на крупных порталах, таких как Naver и Daum, с яркими заголовками вроде «Эффект Тэхона прорывается в Голливуд» и «Американские знаменитости влюбляются в BTS V», установлен новый рекорд. Популярность Тэхона теперь не просто распространяется, она переосмысляет то, как западный мир воспринимает кей-поп. Аналитики индустрии развлечений называют этот феномен формой soft-power популярности, влияние, которое возникает органично благодаря общественной валидации, а не в результате рекламы или платного продвижения. На этом этапе Тэхён достиг уровня глобального присутствия, который чрезвычайно трудно достижим для любого корейского айдола. Его имя больше не зависит от групповой активности или конкретных проектов, а существует как самостоятельная культурная сущность с независимой притягательной силой. Эффект домино от этого события развивался с поразительной скоростью. Различные американские бренды начали фиксировать резкий рост взаимодействий, связанных с Тэхёном. Старые публикации вновь стали вирусными, его давние интервью набрали миллионы новых просмотров, а архивные видеоклипы широко разошлись по социальным сетям. Самое поразительное, все это произошло без выхода какого-либо нового контента и без единого поста со стороны самого Тэхёна. Его узнаваемость стремительно выросла лишь потому, что было произнесено его имя. С точки зрения бизнеса, этот феномен представляет собой актив высокой ценности. Каждый рост популярности на американском рынке напрямую влияет на увеличение стоимости контрактов и глобальной переговорной силы.
Международные бренды больше не воспринимают Тэхэйона исключительно как кей-поп-айдола, а видят в нем глобальную культурную икону, способную естественным образом охватывать западный рынок. Подобная валидация часто становится входной точкой крупным проектам, от фильмов и сериалов до масштабных глобальных кампаний. Крупные американские медиа начали уделять этому явлению внимание. Billboard, Pop Crave и Teen Vogue назвали Тэхэйона представителем новой эпохи глобализма кей-поп, артистом, который не только несет корейскую культуру миру, но и способен сочетать восточную и западную эстетику через свою личную харизму. В отличие от прежних кей-поп-трендов, ограниченных определенными сообществами, на этот раз имя Тэхэйона прорвалось в мейнстрим и стало темой общенационального обсуждения в Соединенных Штатах. Эксперты по социальным сетям отмечают, что в течение 24 часов после заявления Чейза Хадсона упоминания имени Тэхэйона достигли более 85 миллионов глобальных показов, а количество поисковых запросов в Google в США выросло на 270%. Такой уровень внимания обычно характерен лишь для актеров-блокбастеров или свежих лауреатов премии Грэмми. Иными словами, Тэхэйон создал собственный пик интереса, не выходя на сцену и не выпуская новых работ. Интерес американской публики к Тэхэйону не ограничивается музыкой. Многие пользователи сети начали обсуждать его кинематографичную ауру, вкус к моде мирового уровня и загадочный образ, который особенно востребован на западном рынке. Комментарии за комментарием появлялись с утверждением, что Тэхэйон идеально подходит для индустрии голливудского кино. Это не просто фанатские заявления, а естественная реакция глобальной аудитории, которая открыла его для себя шире. Сообщается, что такие люксовые бренды, как Celine, Cartier и Louis Vuitton, начали повторно активировать старые компании с участием Тэхэйона на фоне роста интереса со стороны американского рынка. Модные журналы отмечают, что каждый раз, когда Тэхэйон становится трендом в социальных сетях, продажи вещей, которые он когда-либо носил, также увеличиваются. Этот факт подчеркивает, что популярность Тэхэйона носит не только символический характер, но и имеет реальное экономическое воздействие. В Южной Корее это событие рассматривается как редкий феномен. Крупные порталы, такие как Naver и Daum, вынесли его в главные новости с заголовками, подчеркивающими, как влияние Тэхэйона проникает в Голливуд. Далеко не каждый корейский айдол получает мгновенную валидацию от американской знаменитости, находящейся на пике популярности. Когда это происходит, обычно речь идет лишь об одном имени – Ким Тэхэйон. С точки зрения индустрии развлечений, подобная популярность отражает долгосрочную ценность и устойчивый пассивный доход. Каждое упоминание, каждый тренд и каждая глобальная дискуссия становится активом высокой ценности. Именно поэтому многие наблюдатели называют 2026 год переходным для Тэхэйона от кей-поп-суперстары к глобальной культурной иконе. Его не просто знают, его по-настоящему признают. Когда американская знаменитость упоминает ваше имя без всякого повода, и вся страна начинает об этом говорить, это уже не мимолетная популярность, это глобальная сила. Ким Тэхэйон достиг этого, и самое поразительное, все это произошло в самом начале 2026 года. В конечном итоге, все, что произошло в начале 2026 года, приводит нас к одному труднооспоримому выводу. Истинное влияние не всегда рождается на большой сцене, под прицелом камер или благодаря бесконечному продвижению. Иногда величайшее влияние возникает в тишине, из имени, произнесенного искренне, без плана, без давления и без выгоды. Ким Тэхэйон доказал, что подлинное глобальное присутствие не требует постоянных доказательств. Одного его имени достаточно, чтобы привести мир в движение. Этот феномен показывает, что Тэхэйон вышел за рамки фэндома и индустрии. Его больше не знают как участника BTS, а воспринимают как культурную фигуру со своей идентичностью. Когда американская публика говорит о нем не из-за новой песни или текущего проекта, а из-за интереса, возникшего естественным образом, именно тогда становится видна подлинная сила. Сила, которую невозможно срежиссировать, купить или навязать. В эпоху, когда общественное внимание столь кратковременно, а тренды сменяют друг друга с бешеной скоростью, подобные моменты становятся редкостью.
Мир словно на мгновение останавливается и обращает внимание на одну фигуру, не потому, что она требует внимания, а потому, что ее присутствие действительно заслуживает его. Тэхэйон предстает символом спокойной глобальной притягательности, негромкой харизмы и влияния, растущего без принуждения. То, что произошло в Америке, лишь начало чего-то большего. Каждое признание, каждое обсуждение и каждая межкультурная валидация открывают двери к возможностям, которые мы пока даже не в состоянии полностью представить. Кино, мода, музыка и различные глобальные проекты теперь уже недалекая возможность, а естественный путь, ожидающий своего времени. Когда индустрия начинает следовать за направлением общественного разговора, будущее определяется не продвижением, а актуальностью. И, возможно, в этом и заключается суть всего. Ким Тэхэйон не стремился к статусу глобальной культурной иконы, но мир сам поместил его на эту позицию. Он не пытался ничего доказывать, и именно поэтому его влияние стало столь мощным. В тишине его шагов мир слышит куда более громкое эхо. 2026 год только начался, и если одно лишь упоминание имени способно потрясти целую страну, то что произойдет, когда Тэхэйон действительно сделает шаг вперед? Одно можно сказать с точностью – это не конец истории, а начало новой, главы, в которой Ким Тэхэйон будет известен не только как звезда кей-поп, но и как символ подлинной глобальной силы.